Мы продолжаем говорить о новой реальности, в которой больше нет никаких повесток, в которой ваши отношения с военкоматом наступают сразу, без вашего одобрения и даже без вашего ведома. Для своей аудитории я уже сказал все, что нужно было. Не допускаю, что кто-то из вас мог не понять простую мысль. Новый закон не об электронных повестках, это закон об отмене повесток. И применять его начнут прямо сейчас. Не допускаю, что кто-то из вас пойдет в военкомат, даже впав в самую адскую панику. Уверен, что все вы будете биться до последнего, лишь бы не попасть в армию сейчас. Но помимо вас, того миллиона, что смотрят каждый ролик, есть еще десятки миллионов граждан России, которые совершенно не в курсе, что теперь они живут в новой правовой реальности. И наша с вами ответственность в том, чтобы сохранить им жизнь и сделать так, чтобы они никого не убили. И делать мы это должны самым простым способом – информированием. Это будет непросто. Люди откажутся нам с вами верить. Будут говорить, что мы паникеры, что быть такого не может, что они просто пойдут бумажку в военкомате подписать. А мы должны объяснить, убедить и предотвратить. Сделать все возможное, чтобы на фронт попало меньше россиян. Сегодня в ролике я постараюсь объяснить, почему это будет так сложно, чтобы вы не опускали руки, когда увидите в очередной раз знакомого, который с умным видом пошел уточнять данные. Он попал под влияние очень хитрого мошенника, целого государства мошенника, у которого много ресурсов, чтобы вашего друга обмануть. Но мы с вами должны постараться сработать в противовес. Давайте сегодня попробуем. Прежде чем говорить о конкретных действиях, коротко напомню диспозицию на сию минуту, как все складывается прямо сейчас. Иногда кажется, что российское государство прямо гордится тем, как лихо умеет наебывать граждан. Как умеет врать в глаза, врать очевидно и без последствий для себя. Все последние годы, что до, что во время войны, те, кто заведомо не верил ни единому слову государства, хоть о поправках в Конституцию, хоть о коронавирусной политике, ни разу не оказались неправы. Есть в этом что-то привычное и вместе с тем запредельное. Стоит государству заикнуться, что чего-то не будет, вроде той же мобилизации, и самые разные люди, независимо от политических вкусов и предпочтений, все понимают правильно. Будет именно то, что отрицают чиновники. Причем будет обязательно. История с электронными повестками повторила этот принцип в его эталонном виде. Чем больше чиновники говорили о том, что закон не будет иметь обратной силы, что вообще точно не коснется весеннего призыва, тем отчетливее все понимали. Как только автограф Путина окажется на листе, как только Министерство обороны получит законодательную базу, оно тут же отменит повестки. Но не для того депутатам дали ускоряющего пенделя. Не для того приняли закон через 1,5 часа после внесения его текста в базу. Не для того устроили цирк, который возмутил даже наш депутатский корпус, чтобы дожидаться октября. Чтобы не использовать такой прекрасный инструмент сразу. Новый закон буквально говорит военкомам: делайте, что хотите, ни в чем себе не отказывайте. Хватайте всех подряд и не несите за это никакой ответственности. И с какой радости военкомы теперь станут напрягаться, разносить какие-то бумажные повестки, строить из себя джентльменов, когда закон в явном виде разрешил забить вообще на все. Когда любой человек признан военнообязанным, пока не доказано обратное. Тут же выскочил московский военком и помножил на 0 все предыдущие заявления, объявив о тестовой отправке электронных повесток. Чем тестовая отправка будет отличаться от штатной, с точки зрения последствий для тех, кто ее получил, военком не уточнил. Потому что отличаться она ничем не будет. Чтобы показать серьезность намерений, военком заодно анонсировал самое широкое использование московской системы распознавания лиц для выявления фактического места жительства призывников. Что таким образом сказал военком? Он сказал: если вам от 18 до 27 лет, то в любой момент, начиная прямо с сегодняшнего дня, повестка будет считаться вам доставленной. А вы сами станете разыскиваемым лицом, живущим спокойно до первого выхода из дома в сторону метро. Причем заранее вы об этом не узнаете. И то же самое будет и с мобилизуемыми до 60 лет. Этого пока военком не сказал, но скажет. Да, всякие депутаты и чиновники бросились опровергать слова московского военкома. Да нет, да как же так же ж? Да нормативная база еще не готова, да никакого реестра еще нет. Да это все будет совершенно не скоро и совсем не страшно. Но в данном случае верить нужно как раз военкому.
представителю Министерства обороны, ведь Минобороны этот закон для себя писала, а не для кого-то другого. Оно его проталкивало, чтобы сильно упростить себе жизнь. И военкомы со своей стороны, в общем-то, правы, если с их стороны посмотреть. Если дали комбайн для сбора людей, то какой дурак продолжит орудовать лопатой? Для нас с вами все это совершенно ожидаемо. Не потому, что у нас есть какой-то инсайд, а потому что мы с нашим государством не первый день знакомы, плюс-минус цену ему знаем. Если вы наш постоянный зритель, то произошедшее не стало сюрпризом для вас. Вы прекрасно знали, что ориентироваться надо на текст закона, а не на чьи-то заявления. Но закон этот и не на вас рассчитан. Государство по-прежнему не хочет бегать за теми, кто активно прячется. Государство по-прежнему работает как конвейер, как большой рыболовный траулер. Ему не интересно гоняться за какой-то одной рыбешкой. Ему нужно захватить сетью тех, кто мимо проплывал. Ему интересны не вы. Ему интересны те, кто последний год пытается жить так, будто ничего не случилось. Те, кто легко поддался иллюзии, будто нормальная жизнь продолжается. И это было вообще-то несложно. Рестораны открыты, торговые центры работают, самолеты летают, пусть и кренделями через Стамбул, но летают, в общем-то. В бытовом отношении жизнь изменилась не сильно, а все ужасы, они, может, где-то и существуют, но точно не здесь, точно не с нами. С нами ничего плохого случиться не может. Мы просто будем ходить на работу каждый день и не будем думать о политике, и все. Десятки миллионов людей заняли именно такую позицию. Я не могу повлиять, а значит, лучше всего не обращать внимания. Именно за ними придет государство. Именно они осознают, что политика уже вторглась в их жизнь, лишь когда их остановят в метро для досмотра. Если и есть у нас ответственность, если и осталось у нас политическое действие, доступное каждому, с минимальными рисками и максимальной пользой, то это как раз это. Информирование своего близкого круга о грозящей опасности. Потому что совершенно все, что кажется очевидным для нашего информационного пузыря, вовсе не является таковым для обитателей других пузырей, которые к нам не заглядывают. Обитателям других пузырей государство скажет: либо ты, дорогой друг, идешь в военкомат, либо мы тебя накажем, устроим тебе кучу неприятностей. И это будет весомым аргументом. Когда их схватят на входе в метро, когда участковые заявятся по адресу, который они нигде не указывали, но его выявила система распознавания лиц, когда государство поставит их перед выбором либо военкомат, либо проблемы, можете не сомневаться, многие люди пойдут в военкомат. Мы об этом говорили в прошлых роликах. Неприятности, которые сулит государство, ограничения на ИП, на вождение, на недвижимость и особенно перспектива уголовного дела – это ощутимые и понятные людям последствия. Они из реального мира. Любой гражданский может легко примерить их на себя. Последствия, наступающие по ту сторону двери военкомата, настолько непредставимые, что кажутся нереальными, их как будто бы нет. Просто люди никогда раньше не сталкивались с такими ситуациями. Что они находятся в системе, в которой их жизнь ничего не стоит. Последние лет 70 весь смысл работы государственных структур сводился в первую очередь к тому, чтобы никто не погиб и не пострадал. Гибель человека в обычной мирной жизни – это катастрофа. Это ситуация, в которой будут разбираться десятки людей из самых разных ведомств. Это ЧП, которое привлекает внимание и несет огромные риски для всех причастных. А вот гибель человека за дверью военкомата на войне – это дело совершенно в порядке вещей. Сколько их там гибнет в день? 1000 или 2000? Никто и не в курсе вообще. Сколько похоронено, а сколько осталось лежать в полях под Бахмутом? Никто не считает. Гибель не то что одного, а даже сотни человек – это просто ежедневная статистика. Современные люди никак не могут представить себя в такой системе. Когда ты вчера был в школе или в институте, в структурах, где твой случайный перелом пальца чреват проверками для руководителей всех уровней, то ты не можешь поверить, что завтра ты окажешься тоже в государственной структуре, которая, в принципе, внешне выглядит так же, где руководству абсолютно наплевать, умрешь ты или нет, оторвет тебе конечности или не оторвет. Такого отношения просто не существует в жизни обычного человека, он не способен это осознать. Мы с вами сейчас будто вернулись в эпоху коронавируса, когда разговор с ближайшим окружением о реальности происходящего спасало жизни.
Представить себя на фронте настолько же сложно, насколько сложно вообразить себя увешанным трубками в реанимации. Обе перспективы откуда-то из кино, из какого-то телешоу. В обоих случаях обычный человек просто не может мысленно себя поставить в такие обстоятельства. А значит, доносить эту реальность будет так же сложно, как и в случае с вирусом. Каждый человек будет считать себя самым умным. Каждый будет абсолютно убежден, что опасность обойдет его стороной. Вас будут считать алармистом, который нагнетает ситуацию на ровном месте, паникером. Это неизбежно, и к этому нужно быть готовым. Нужно быть готовым к тому, что абсолютное большинство людей, включая тех, с кем вы общаетесь каждый день, находятся в совершенно иной информационной реальности. В этой реальности, как правило, ничего не происходит, и уж точно не может случиться ничего по-настоящему ужасного. Объяснить людям, что в точности их ждет за порогом военкомата, будет бесконечно сложно. Потому что совершенно все, что их там ждет, на слух гражданского человека звучит как бред сумасшедшего. Ты же просто идешь в государственное ведомство. Идешь как будто за паспортом или кадастровой справкой. Как можно поверить, что после этого ты никогда не вернешься обратно? Что жизнь твоя изменится драматически и навсегда? Что после переступания порога ты превращаешься из личности, отдельного человека с правами и обязанностями, в живую силу, которую измеряют сотнями единиц? Что твоя гибель никого не будет вообще интересовать и даже может быть не замечена непосредственным командиром? Он просто наловит еще живой силы, такой же ничего не подозревающий. На людей будет давить их окружение. Матери и жены будут говорить сыновьям и мужьям: «Да сходи ты уже, разберись с военкоматом». Они будут говорить это таким тоном, будто отправляют сына или мужа выправить СНИЛС. «Сходи, наконец, получи свои бумажки, голову не морочь, чтобы к нам домой участковый не ходил». Таких разговоров будет очень много, и многие на них поведутся. И это не от того будет происходить, что народ в России какой-то не тот, или матерям пофиг на сыновей, или женам на мужей. Это просто потому, что в опасность похода в военкомат совершенно невозможно поверить. И люди не поверят. В этом и план. План в том, чтобы получить еще сколько-то сотен тысяч тех, кто в военкомат придет как в МФЦ, быстренько порешать вопросик, получить бумажку и жить дальше себе, как ни в чем не бывало. План в том, чтобы эти люди осознали всю тяжесть своей ошибки уже в автобусе, уже в военной форме, в той ситуации, где никто не спрашивает их согласия ни на что, и из которой уже не выберешься. У вас, если вы смотрите этот ролик, есть невероятная привилегия – информированность. Эту привилегию часто недооценивают, ведь сегодня любая информация доступна каждому в один клик. Сегодня у нас 100% населения грамотны и немногим меньше оснащены интернетом. Но это не улучшает ситуацию. Абсолютное большинство людей живут в реальности, где у модных блогеров в Дубае угоняют машину, а кто-то с кем-то разводится. Абсолютное большинство людей используют интернет для чего угодно, от обзора гаджетов до поиска кулинарных рецептов, но только не для поиска информации, которая будет иметь самое драматическое влияние на их жизни. И в целом вообще-то тут ничего необычного и даже ничего страшного. Люди не хотят находиться в ажитированной ситуации. Люди хотят спрятать себя в пространстве, где все хорошо и все привычно. Вот ровно из этого состояния государство их и выдернет в самый неожиданный момент. И универсального совета, как работать с собственным окружением, я дать не могу. Все люди разные, ваши с ними отношения тем более разные. Разговоры об опасности похода в военкомат с людьми, которые и близко себя не представляют в ситуации войны, будут приводить к недопониманию, а скорее к конфликтам. Ну какой человек способен подумать, что вот он, индивидуальный предприниматель, занимающийся бизнесом по грузоперевозкам, например, на своем грузовике, и сейчас за ним придет государство и все у него отберет, чтобы отправить умирать под Угледар? Как в его жизнь, в жизнь простого дальнобойщика, едва сводящего концы с концами, может прийти государство с таким требованием? Мы должны ему объяснить. Мы должны объяснить, да, это реально. Да, этого нужно бояться сейчас. Да, нужно себя спасать, потому что больше никто не спасет. Ничего хуже раньше не было и не могло быть. Это не тот случай, который можно пережить и перетерпеть. Попадешь под этот каток, пиши пропало, пути назад не будет. А переживешь это, дальше разберешься. Объяснять нужно не потому, что ваше окружение состоит из глупых и несмышленных людей. И ни в коем случае не нужно пытаться с ними разговаривать, как с глупыми и несмышленными.
Объяснять нужно потому, что они живут в ином информационном пузыре, в иной информационной реальности. Речь может идти о враче, который совершенно все знает о реанимации новорожденных, подписан на каждый медицинский канал и ловит каждую новинку, знает все. Речь может идти об автомеханике, который каждый день обновляет знания о методах диагностики сложнейшей коробки передач. Речь может идти о любом профессионале, который погружен в свою область и не выходит за ее пределы. Так вот, политика – это точно такая же профессиональная область. Не каждый погружен в нее так же, как вы, если вы смотрите меня. Точно так же, как обязанность врача не в том, чтобы смеяться над непросвещенными людьми, которые не имеют за плечами 10 лет профильного обучения. Обязанность врача в том, чтобы использовать свои знания, чтобы вам помочь, когда это необходимо. Также и вы сейчас, обладая намного более глубокими знаниями в политике, чем окружающие вас люди, обязаны сделать все возможное, чтобы они осознали грозящую им опасность. И про себя не забывайте. Не ходите в военкомат, держитесь от него подальше. Ни при каких условиях не ведитесь ни на какие уловки государства. А если можете на время уехать, сейчас лучше это сделать. До завтра.